Я считаю себя идеальной. Да, заебись. Всем привет, меня зовут Лада Люмас, я косплеер и дизайнер из Москвы. Хочу сказать вам спасибо за все ваши вопросы, даже очень странные. Я постаралась на них ответить, как смогла. Вот. Также спасибо большое моим патронам. Вот. Сердечко вам. Спасибо вам большое, потому что если бы не вы, мне было бы намного тяжелее создавать то, что я создаю. Вот. Вы огромная часть моего творчества, поэтому я очень люблю вас. Лада, как проходит твой обычный день? Заебись. Ты самоучка? Образы очень крутые. Спасибо большое. Если касается шитья, да, я самоучка. Вот, только, наверное, пару лет назад я начала ходить на какие-то курсы, учиться шить. Вот, если касается косплея, ну, да, мы все тут самоучки, потому что это хобби. Зарабатываешь ли ты на своих фото? Ну, даже не знаю. Как тебе удается быть такой милой и красивой? Спасибо. Лада, сколько тебе лет? 23. Hello, darkness, my old friend. Будешь ли ты отвечать на вопросы на русском или на английском? London is the capital of Great Britain. На русском, да. Как долго ты косплеишь? Косплеем я занимаюсь с 2012 года. Когда ты начала косплеить, расскажи свой путь. Заниматься косплеем я начала в 2012 году. Вот, я познакомилась с ребятами, которые ходили на аниме-сходки, и они занимались косплеем, и я тогда, вау, как это круто, я тоже хочу. И в итоге в 2012 году я сговорилась со своими знакомыми ребятами выступить на фестивале Анимацури. Вот. И таким образом я во все это втянулась совершенно неожиданно, ожиданно. Вот. И вот я теперь здесь, перед вами. Насколько реален фон на твоих фото? На самом деле мы всегда стараемся подбирать какие-то реальные локации, потому что реальное окружение, оно всегда выглядит органичнее и натуральнее, чем замены фона, коллажи. Вот, поэтому по возможности мы стараемся всегда выбирать реальный фон, но если у нас есть какая-то идея, которую технически удобнее и правильнее выполнить с помощью замены фона, мы, собственно, прибегаем к этому. Вот. И так как я работаю с довольно талантливыми фотографами, которые способны выполнить это в лучшем виде, я даже без сомнений приступаю к таким съемкам, потому что я всегда уверена, что результат будет на высшем уровне. Как-то так. Если посмотреть по процентному соотношению, сколько у меня съемок с заменой фона, их, наверное, столько же или даже меньше, чем съемок с реальным антуражем. Вот. И я каждую работу очень сильно и нежно люблю, потому что несомненно, ко всем своим съемкам я стараюсь подходить ответственно, и спасибо людям, которые участвуют со мной в общих проектах, и потому что без них бы это было бы нереально тяжело. Какой косплей твой любимый? На самом деле очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я люблю почти все образы, которые я смогла воплотить за это время. Вот. Ну, скорее всего, это Шани из Ведьмака, потому что с ней связано очень много переломных моментов, в лучшую сторону, естественно, в моей жизни и в моей косплейной, так сказать, карьере. Вот, поэтому думаю, да, думаю, она. Как ты выбираешь персонажей, которых собираешься косплеить? Как и многие косплееры, я прежде всего смотрю на то, чтобы мне нравился герой. Вот. Также я смотрю на дизайн, его костюмы, его внешний дизайн, так как половину своих костюмов я все еще делаю сама.
мне очень важно, чтобы мне нравилось визуально то, как выглядит герой. Вот. Также я выбираю персонажей из любимых вселенных, вот, потому что мне просто нравится их отыгрывать. Вот. Наверное, это моя такая маленькая радость, вот, и потуги в актерство, вот, потому что не знаю, где я их еще могу применить, кроме как здесь. Что сподвигает тебя делать настолько качественные косплеи? Мне просто хочется видеть себя в какой-то новой ипостаси, вот, и поэтому я стараюсь, как могу. Будешь ли ты косплеить Морриган из Dragon Age? Узнаете в следующих сериях. Что больше всего нравится и не нравится в процессе создания костюма? Срач! После того, как я создаю этот костюм, полная хрень, ставлю дизлайк, не советую никому. А что нравится? Мне всю жизнь нравилось делать что-то руками, вот этими. Вот, поэтому я просто люблю ремесло и понимать, что я вот своими собственными руками создала что-то новое. Вот. Для меня мои костюмы это как детки мои просто. Что бы ты хотела сделать в будущем? Какие косплеи? Если бы мне задали этот вопрос года 3 назад, возможно, я ответила бы на него более уверенно, но сейчас не могу сказать точно, потому что все, что я хотела, так или иначе, я уже сделала и осуществила. Вот. А сейчас я непосредственно осуществляю какие-то вещи по воле какого-то желания внезапного. Вот. Какие-то самые dream проекты у меня давно воплощены в жизнь, и, собственно, если когда-нибудь появится какой-нибудь новый проект мечты, я обязательно его воплощу. Как долго обычно проходит съемка и сколько часов уходит на один образ в целом, то есть от начала его создания до конца? Я не могу сказать точно, сколько я делаю тот или иной образ, потому что если я создаю все это сама, какое-то определенное время уходит на поиски материалов, поиски локаций. И то есть я могу очень долго делать костюм, я могу начать его 2 года назад и отснять вот только сейчас. Да, у меня есть такие образы, которые до сих пор лежат и ждут своего часа, потому что мне лень что-то пришить. Вот. Но это такой процесс. Есть вещи, которые идут легко и быстро, и ты задумал, и у тебя на следующий день уже все готово, а есть какие-то долгострои, которые лежат и ждут своего часа несколько лет, и вот. Так что на этот вопрос я, наверное, не отвечу как-то точно, но так. Окей. Бобы? Бабы? Вопрос на английском звучит beans. Что это значит? Бобы? Бабы? Бобы. Хорошо. Нравится ли тебе в костюме 3 сметать фаерболы в людей верхом на диком медведе? Ох, если б я могла метать фаерболы, я бы метала их, да, определенно. Кого бы ты метала фаерболы? Хейтеров. Я бы кидала фаерболы в тех, кто кидает мне дикпики. Если ты еще, ублюдок, пришлешь мне дикпик, я прокляну тебя до 10-го колена. Понял? Как ты чувствуешь себя, делая обнаженные фото, и вообще, что сподвигло тебя на такой смелый шаг? Что я чувствую, когда я делаю обнаженные фотографии? Пожрать. Ты прячешься за мейкапом
И считаешь ли ты себя красивой? Да, я считаю себя красивой без макияжа. Я вполне себе комфортно себя без него чувствую. Вот. И для меня это скорее способ нарисовать на своем лице что-то новое и посмотреть на себя с другой стороны, нежели скрыть себя под маской. Вот. Я не чувствую себя уродливой ни в коем случае. Вот. А если вам интересны мои фотографии без макияжа, внимательнее смотрите сторис, потому что я периодически этим делюсь. Делала ли ты пластическую хирургию? Расскажи про свой опыт. Заебали они уже. Да. Да, я делала пластическую операцию на грудь. Еще 1 июля. Вот. Так что хейтеры скажут фотошоп, но нет. Вот. Почему я не освещала это публично и не писала об этом везде? Ну, блин, я подумала, что умные люди сами все заметят. Но если вы не умные, то земля вам пухом. Что я могу сказать по своему опыту? У меня все прошло замечательно. Вот, я довольно быстро отошла от операции. Вот, и мне попался довольно хороший врач. Так что у меня сугубо положительный опыт. Если кому нужны контакты, девочки, пишите. Как ты приобрела телесную уверенность до или после того, как начала работать моделью? Несомненно, телесная уверенность. Несомненно, любовь к моему телу у меня пришла скорее после моей карьеры нью-модели, вот, потому что ты начинаешь принимать свое тело таким, какое оно есть, и съемки очень мотивируют тебя не расслабляться и становиться только лучше, вот. И сейчас я понимаю, что несмотря на то, что мое тело не идеально, оно мое, и другого у меня не будет, и я должна его принимать и любить, и тогда, возможно, другие люди будут относиться ко мне с такой же любовью, как и я к себе, вот. Какая твоя самая большая мечта, либо же мечта всей жизни твоей? На самом деле, больше всего я мечтаю развиваться в сфере портновского ремесла, потому что это мое дело жизни, и я нашла себя в этом, и в будущем я себя вижу именно как дизайнер, и, возможно, даже знаменитый, вот, но тут уж как карта ляжет, вот, так что моя большая мечта — это быть хорошим мастером своего дела и учиться чему-то новому, и вот так. Хочу сказать спасибо всем тем, кто посмотрел это видео до конца, кто задавал свои вопросы. Немногие знают, но мне действительно очень тяжело вещать на камеру, так как это выходит за рамки моей зоны комфорта просто очень сильно. Вот. Я хочу сказать, что мы с командой планируем выпускать больше видеоконтента, ну, в частности, видео-косплея, каких-либо небольших разговорных видео, больше записывать создание той или иной съемки. Вот. Так что, если вы хотите, чтобы это свершилось как можно скорее, подписывайтесь на мой Patreon. Вот. Так, как только мы достигнем 500 патронов, все станет намного ближе, чем вы думаете. Вот. Еще раз спасибо и всем пока.